Периодически я зачитываю в роликах комментарии, которые вы оставляете под выпусками. Личные истории, персональные оценки событий – все они очень важны. Но стоит понимать, отклики под моими видео чаще всего оставляют люди, которые заведомо позитивно настроены к тому, о чем мы говорим, являются лояльной аудиторией. А иногда полезно заглянуть за ее пределы. Поэтому сегодня мы заглянем на Пикабу. Это один из самых популярных сайтов в Рунете и одна из главных интернет-платформ, где россияне общаются друг с другом. И даже кооперируются, чтобы решать общие задачи. Например, влиять на местных чиновников или проталкивать законопроекты в Госдуму. Есть там даже внутренний термин «сила Пикабу». Меня на Пикабу не любят. То есть для задачи заглянуть за пределы нашей аудитории этот сайт прекрасно подходит. Давайте же посмотрим, как реагируют россияне на Пикабу, на актуальные события. В этот раз нас привлекли посты и комментарии по поводу новых блокировок от Роскомнадзора. Кстати, у нас, как вы знаете, есть гайд, на как эти самые блокировки можно обходить. Недавно мы их обновили и добавили еще способ. Спонсирует эту рубрику компания MaxSwap. С их помощью вы можете получить карты, которыми можно расплачиваться за границей. Начнем с самого интересного. Многие пользователи Пикабу любят не бессильную злобу, а действия. Поэтому среди волны публикаций с проклятиями в адрес Роскомнадзора выделялась целая группа рейтинговых постов, где пользователи напоминают: скоро будут выборы в Госдуму, и предлагают вдарить бюллетенями по тем, кто убивает интернет. Никогда не ходил на депутатские выборы, только на президентские. Похоже, настало время менять привычки. Придется подумать, за кого голосовать, но явно не за Единую Россию. Достали нах! Просто хочется напомнить, что в сентябре 2026 года будут парламентские выборы. Хочется, чтобы граждане не забыли всех этих запретов ради нашей безопасности, в кавычках. И к чему приводит монополия власти. Похоже, РКН провел небывало успешную кампанию по привлечению народа на выборы. В комментариях под такими постами разгораются уже привычные споры о том, есть ли смысл голосовать. Очень многие пишут, что дело это обреченное, все заранее посчитано, все тлен. Но много лайков набирают и другие комментарии, где авторы говорят, что надо прийти на участок, несмотря ни на что. Идеей не посещать выборы ты прямо поддерживаешь правящую партию и ее политику в адрес собственного народа. Существует активная тенденция дискредитации выборов, мол, смысла нет их посещать. А не задумывались ли вы, что такая позиция крайне удобна правящей партии? Далее автор почти как по учебнику пишет, что свой подневольный электорат «Единая Россия» до избирательной урны доведет в любом случае. И ядру совсем невыгодно, чтобы на избирательный участок приходил кто-то еще. И приводит примеры, не называя, правда, ни фамилий, ни регионов. Когда высокая явка сыграла против партии власти, а низкая ей на пользу. Довольно много комментариев с конкретным именем и фамилией – Сергей Фургал. Для пользователей история Сергея Фургала стала историей успеха, когда удалось выбить из кресла губернатора Единоросса. Да и сам Фургал, от которого поначалу ничего даже не ожидали, вдруг после своей победы стал демонстрировать: альтернатива действительно лучше. Всем тем, кто считает, что голосовать бесполезно, рекомендую поинтересоваться выборами губернатора в моем родном Хабаровском крае. Когда после позорной пенсионной реформы в 2018 году народ просто пошел и в едином порыве проголосовал за технического кандидата Фургала, тем самым сбросив ядросовского губернатора Шпорта. Более того, на следующих выборах в региональную думу наш народ также прокатил всех ядросов, передав власть ЛДПР. Вот вам и выборы ничего не решают. Что произошло потом, можете также погуглить. Фургал работал так, что его рейтинги стали заметно опережать рейтинги Путина, что ему вменили в вину. Еще раз, это был совершенно обычный человек, технический кандидат, но он реально что-то начал делать. Если посмотреть ветки комментариев под постами, там полный набор аргументов и контраргументов за и против активного участия в выборах. Но я напомню, почему эти разговоры начались аж за полгода с лишним до дня голосования. Почему? Потому что людей просто взбесили новые блокировки. Ни одних выборов за последние лет 5 не пропустила. Кто угодно, хоть алканавт Геннадий с делирием, но только не эти. Заебало. Последний раз ходила с дикой болью в зубе, и только после заполнения бюллетеня поехала в стоматологию. У меня муж ходил со сломанной лодыжкой на костылях, лишь бы не они.
и лишь бы голос не пропал. Был еще один любопытный пост. Там многие комментаторы стали указывать автору на противоречия в его собственном тексте. Блокировки и Единая Россия. Все, кого не устраивает беспредел с блокировками, пожалуйста, сходите на следующие выборы, проголосуйте не за них. Это единственный способ остановить это. Не вброс, я патриот России, помогаю волонтерам, отправляю деньги ребятам на СВО. И в целом был доволен всем, кроме информационного терроризма, который происходит. Я патриот России, помогаю волонтерам, отправляю деньги ребятам на СВО. Похоже, это становится обязательным вступлением перед критикой наших светлоликих кормчих. И вот ведь нифига не ёкает у таких. Вот он вроде бы правильные выводы делает, но причинно-следственную связь в упор не видит. Единую Россию не люблю, но СВО поддерживаю. Молодец. К слову про светлоликих кормчих. Удар по Телеграмму и другим сервисам рикошетом ударил не только по абстрактной Единой России, но и по вполне конкретному первому лицу. Аудитории хорошо зашел вот этот вот мем с Путиным. 100 миллионов россиян пользуются телеграммами? Ебать, у почты выручка! Комментаторы там вовсю потешаются. Особенно веселой оказалась вот эта вот ветка. Путин не пользуется интернетом и вам не рекомендуется. Конечно, не пользуется, он просто душить любит. У него давно особые отношения с душением. Нам всем кажется, если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Если что, пользователь процитировал самого Владимира Путина образца 96 года. Это был другой Путин, он за слова нынешнего не отвечает. Старый Путин предупреждал, а мы не слушали. Приведу один из самых залайканных постов. В нем нет упоминаний конкретно Путина, зато их очень много в комментариях. Ни украинская, ни западная пропаганда не смогли так сильно ухудшить имидж и поддержку власти, как это делает Роскомнадзор своими бесконечными блокировками. Пока власти пугают угрозами извне, их собственные решения по «защите», в кавычках, выглядят как война с удобством граждан и вызывают больше всего раздражения. В итоге получается, что главный урон репутации государства наносит не внешняя пропаганда, а родной РКН, который одним движением руки может отключить или замедлить все что угодно. А вот комментарии, посмотрите. Самые болезненные санкции против России ввел именно Путин. Интересно, если бы американские спецназовцы прилетели в Москву украсть нашего законно избранного президента, сколько бы людей им подсказали дорогу? А сколько бы еще и чаем напоили? Хороший вопрос. Не-не, без чая. Зачем людей задерживать? Далее пользователи вспомнили одного повара, которого никто из граждан задерживать не стал. Еще вспомнили одного румына. У одного румына тоже был процент одобрения зашкаливающий. Диктаторы очень не любят эту романтичную историю с финалом «и умерли в один день». Речь, конечно, про Николая Чаушеску и его жену. Правда, в соседней ветке комментариев коллективный разум Пикабу пришел к выводу, что кое в чем главным Путин оказался честен. Ты еще про президента Балабола вспомни. 2 срока и точка. И еще, пока я президент, увеличения пенсионного возраста не будет. И если 7 лет быть президентом, с ума можно сойти. И дальше другой комментарий. Не соврал. На Пикабу прям оформился отдельный жанр постов и комментариев к ним, где пикабушники сознательно перенаправляют горячую нелюбовь пользователей от Роскомнадзора в адрес человека, в интересах которого эта служба работает. Вот один из таких комментариев и постов. Мне вот интересно стало, видя, как вся эта волна возмущения против РКН справедливо бушует, а люди понимают, что это не просто руководство РКН проснулось тут и вдруг поутру запустило очередное запрещательство, а что кто-то ему выдал такое вот распоряжение. Интересно, кто же? Не знают? Вы действительно думаете, что все это делается по воле Роскомнадзора? От Роскомнадзора здесь одно название. Все решения принимаются сами знаете откуда. И комментарии к этому посту. Это как получает полиция пиздюлей дубинкой обижаться на дубинку. Хорошо сказал кто-то.
Правда, подобные комменты провоцируют дискуссии о персональной вине сотрудников РКН. Часто в таких диспутах вспоминают нацистские концлагеря и фразу «я всего лишь исполнял приказы». Тут полностью соблюден закон Годвина. Если о чем-то кто-то спорит в интернете, обязательно вспомнит нацизм и Гитлера. В завершении темы вот такой комментарий. Что вы только Роскомнадзор говном поливаете? Не хотите ли вспомнить, кто им приказы отдает? Того, кто уже 20 с лишним лет только и делает, что портит все хорошее, что происходило в стране ради своей ФСБшной шизы, обид и эго. Или слишком страшно назвать имя Байдена? Формат Пикабу лучше всего подходит, чтобы люди делились личными историями. И в связи с блокировками такого было много. Пикабушники рассказывают, насколько сложнее стало связаться с друзьями за границей, бронировать гостиничные номера и так далее. Пишут, как рвутся связи с пожилыми родственниками, которые привыкли к конкретному мессенджеру. Для многих это большая проблема. Один из пикабушников решил написать об этом в Роскомнадзор. Обратился через ВК. Ничего хамского не написал. Вопросы задал совершенно легитимные. В результате РКН просто заблокировал его в своей группе в ВК. Хорошо не вообще, во всем интернете. Кому-то блокировки сервисов поломали хорошо отлаженный бизнес, а некоторых даже побудили к мыслям об эмиграции. Таких постов и комментариев совсем немало. Да уж, был на одном вебинаре на тему эмиграции, уж простите. Ну и типа чел рассказывает, как эмигрировать там в разные страны Евросоюза. У него спрашивают, как там к русским относятся, а он говорит, вы не волнуйтесь, хуже, чем в России, к русским нигде не относятся. Хорошо сказал человек как. На сайте прям взлетел другой пост, наполовину состоящий из мата. Попробуем тут прочитать вторую половину. Мне категорически не нравится все это. Моя работа завязана на интернете. РКН блокирует все. Все мои рабочие инструменты. Телеграм, сайты с мокапами, темплейтами, уроками и прочим. Мы с супругой решили, что мы тут с нашими мозгами не нужны. Мы долго терпели, выжидали, но нет. Мы собрались в Сербию. В комментариях 0% осуждения, 100% понимания. Автора комментаторы массово поддерживают и пишут об отъезде сами. Большую ценность также представляют дискуссии пикабушников в комментариях. Если пару-тройку дней их читать, можно заочно получить политологическое образование. Потому что люди своими собственными словами начинают проговаривать очень правильные вещи. Пишут, что нужны институты и инструменты гражданского общества, сменяемость власти, свобода слова. Вспоминают конкретные статьи Российской Конституции и сожалеют, что в прежние годы не интересовались политикой. Приходят к выводу, граждане не должны быть пассивны. Все это не преподносится как решенное уравнение. Нет, люди обсуждают проблему и в процессе обсуждения приходят к идее. Стране необходима демократия. А кроме этого припоминают властям их прошлые выкрутасы. Блокировка Телеграма стала, видимо, последней каплей, после которой пользователи сайта начинают выставлять системе длинный счет за предыдущие годы. Один из самых залайканных постов выглядит как список достижений путинизма, который оканчивается следующими словами. Как над кроликами опыты? Почему у меня ощущение лабораторной мыши? В комментариях автору ответили. Самое главное упустил – запрет на митинги. То есть ты даже выразить своего отношения не можешь, жри, что дают. Чуть ниже опять заходит разговор о выборах. Благодаря пассивности гражданского общества за десятилетия просраны последние механизмы влияния на власть и даже возможности высказать им недовольство. И так как теперь их кресло вообще никак не зависит от благополучия людей, то благополучие просто вычеркнуто из задач. Может, хотя бы попробовать повлиять через выборы осенью в Госдуму? Далее длинная ветка обсуждения, на одном из витков которой проговаривается важная идея. Цель пропаганды – убедить всех недовольных и несогласных, что они в меньшинстве. Да и вообще, куда только не приводит дискуссия. Часто, начиная с блокировок, пользователи доходят до обсуждения войны. Главное не задаться случайным вопросом, а существуют ли на самом деле те угрозы, от которых нас так усердно защищают власти? А то ведь можно на этом вопросе не остановиться и перейти к вопросу, а нафига все это СВО? Если долго и много блокировать информацию и средства связи, можно ненароком разблокировать такие вот разговоры. Обратите внимание, почти весь сценарий к сегодняшнему выпуску написали не мы, а пользователи популярного российского сайта, который я просто прочитал. Так называемый глубинный народ, как говорят. Хотя это на самом деле так себе слово, это просто люди, просто россияне.
Так вот, люди эти разозлились и отлично помнят, кто конкретно в прошлом году призвал душить мессенджера. И безо всяких подсказок со стороны иноагентов пришли к убеждению, что такую власть необходимо менять. До завтра.